потому что его родители волшебным образом исчезли. Короче говоря, они его бросили. Но однажды в приют приходит Бриджит, преподавательница магии из Хибрианской академии. Дезир робко просит ее научить его магии, потому что думает, что сможет таким образом вернуть своих родителей, как в фильме «Сейчас ты меня видишь». Бриджит подумала, что он шутит, и улыбнулась, согласившись научить его магии. Она показала ему, как сотворить огненное заклинание, но Дезир был так глуп, что не смог его правильно выполнить. Тогда она решила подойти поближе и помочь ему. С ее помощью Дезир смог сотворить заклинание. Они оба улыбнулись друг другу, и Дезир подумал, что у него есть дар. Но годы спустя Дезир уже вырос и собирался присутствовать на церемонии открытия в Хибрианской академии. Бриджит вышла вперед, чтобы поприветствовать новых студентов. Дезир был потрясен, увидев ее. Две девушки похвалили красоту Бриджит, и она улыбнулась, напомнив им, что если они будут продолжать болтать, то отправятся в Бразилию. Она объявила, что не все будут зачислены, и что они должны пройти тест, и только 600 лучших пройдут. Она объяснила, что существуют порталы, называемые теневыми мирами рейда. Эти порталы соединяют Землю с другим параллельным миром, полным опасных явлений, и если их не очистить, мир погибнет. Студенты были удивлены, но Бриджит объяснила, что тест включает в себя прохождение подземелья теневого мира рейда, что Дезир повторил в шоке. Студенты забеспокоились, но Бриджит заверила их, что теневой мир искусственный, и старшие студенты помогут им подготовиться. Она пригласила их на вступительную церемонию 13613 года и ушла. Дезир уходит, чувствуя отчаяние, потому что не знает, где находится туалет, и только что пукнул так, как никогда в жизни. Дезир решает собраться с мыслями на улице, когда к нему подходит девушка. Она искала его, потому что он не пришел на место встречи. Дезир извиняется, и она представляется как Лидория, второкурсница академии и его наставница на экзамене. Она говорит, что можно обращаться к ней неформально и что в академии нет туалетов. Дезир почему-то знает, кто она такая, гениальная волшебница, владеющая магией огня и занимающая первое место в академии. Лидория спрашивает, почему он так на нее смотрит, но он отвечает, что просто нервничает. Хотя на самом деле самая ужасная мексиканская тако, которую он ел вчера вечером, выглядывает из его штанов. Она говорит ему, что не стоит волноваться из-за экзаменов, потому что это просто искусственный мир, чтобы проверить, могут ли они сражаться. Она смотрит в свой планшет и удивляется, узнав, что Дезир не переносит лактозу и является безработным сиротой. Дезир улыбается, говоря, что это не должно повлиять на его зачисление. Лидория соглашается, но беспокоится, что его все равно зачислят в класс бета, независимо от результатов. Поскольку он не сигма-мужчина, Дезир знает о дискриминации в академии, где аристократов зачисляют в класс альфа, а таких, как он, в класс бета. Пока остальные наши зрители из класса сигма ждут, Лидория ведет его в зал и советует пройти тест. Она открывает дверь своей идентификационной картой, и Дезир присоединяется к толпе ожидающих студентов. Он оглядывается, пока девушка позади него не спрашивает, что он ищет. Когда он оборачивается, то с удивлением видит, что старшая сестра Нико Нии – это та девушка, с которой он познакомился в любви. Дезир окликает ее по имени, но она спрашивает, откуда он знает ее. Он улыбается и говорит, что видел ее в комментариях в Инстаграме. Она говорит, что они в одной группе и желает ему удачи, прежде чем уйти. Через несколько минут Леория рассказывает Дезиру о тесте, говорит, что он в группе Б и что тест – это гонка по равнинам Оренсти на начальном уровне в мире теней. Она уверяет его, что тест будет похож на искусство меча онлайн, и если они получат смертельный урон, то умрут в реальной жизни. Но это совершенно безопасно и просто. И им точно ничего не грозит. Прежде чем Дезир успевает спросить, что она имеет в виду под ущербом, другой старшекурсник Эльхайм перебивает, говоря, что PvP включено. И ему не терпится поиздеваться над новичками в учебной зоне. С самодовольной ухмылкой Эльхайм добавляет, что студенты точно не пройдут тест. Теория говорит, что это ложь, и они не узнают, пока не попробуют. Эльхайм представляет свою подопечную Азист, волшебницу. Дезир узнает в ней свою будущую Асуну, но она отворачивается, что его не удивляет, ведь она не разговаривает с бедняками. Леория злится на Эльхайма, а тот смеется над ней. Она защищается, говоря, что наличие подопечной волшебницы не доказывает его мастерство. Эльхайм утверждает, что это доказывает его личные достоинства, и уходит с Азист. Он говорит Лидории, что наличие бедной подопечной соответствует ее уровню, и это злит Лидорию. Леория говорит Дезиру, что хотя у него мало шансов из-за волшебницы, у него есть броня главного героя. Дезир улыбается и благодарит ее за поддержку. Объявляется, что начинается испытание группы D.
Пожалуйста, пройдите к месту проведения испытания. Дезир подходит к воротам, присоединяясь к Азису, Романтике и 3 безымянным придуркам, которые, скорее всего, погибнут в первой зоне. Он смотрит на Романтику и улыбается, прежде чем сосредоточиться на происходящем. Ворота открываются, и они все заходят внутрь, оказываясь на открытом поле. Ведущий объявляет, что их цель находится впереди, отмеченная светящимся маячком. Она говорит, что только 3 пройдут испытания, и они могут использовать магические атаки, помехи и другие методы. Если кто-то получит смертельные повреждения, он будет дисквалифицирован. Она приказывает им собраться на стартовой линии, что они и делают. Дезир смотрит на Аист, зная, что она легко пройдет испытание. Аист удивляет его, называя по имени. Он спрашивает, откуда она знает его имя. «Как ты узнала мое имя?» Она говорит, что проверила список участников перед испытанием. Аист подшучивает над ним, говоря, что у него нет стиля, у него отрицательный рейтинг, у него нет ауры, и он не переживет зиму. Дезир признает, что она права, а Азус говорит, что знает, что он наблюдал за ней, но уверяет его, что не собирается нападать на слабаков вроде него. Дезир улыбается и благодарит ее за беспокойство. Начинается гонка по равнине. Азус мчится с огромной скоростью, оставляя остальных позади. Остальные участники тоже бегут, но не так быстро, а Дезир и Романтика бегут последними. Романтика наступает на этого придурка в шляпе и извиняется, говоря, что это выглядело очаровательно. Дезир улыбается, говоря, что ей это нравится. Романтика обвиняет его в том, что он пытается поднять ей настроение, вместо того, чтобы сосредоточиться на гонке. Дезир соглашается сосредоточиться на гонке, но говорит, что с их скоростью они будут дисквалифицированы. Она говорит ему, чтобы он не сравнивал их и не вел себя так фамильярно. Дезир улыбается и извиняется, но Романтика злится и говорит, чтобы он перестал улыбаться, иначе она пожалуется на него преподавателю. Дезир отвечает, что ничего не может с этим поделать, потому что она милая. Внезапно Дезир замечает свет среди деревьев и отталкивает Романтику, когда между ними пролетает огненный шар. Один из участников выстрелил огненным шаром и метнул в Дезира огненное копье, но Романтика отбила его воздушным шаром. В результате столкновения образовался дым, но воздушный шар Романтики пролетел сквозь него и попал в нападавшего, убив его на месте, как Годжо. Теперь в испытании осталось всего 5 участников. Романтика говорит Дезиру, что должна поблагодарить его за спасение своей жизни, и благодарит его, но говорит, что теперь они квиты. Дезир соглашается и улыбается, что ее раздражает. Дезир усмехается и спрашивает, не хочет ли она догнать остальных. Она отвечает, что это не так уж важно, и что она приберегла свой козырь. Затем она произносит мощное заклинание ветра, направленное в сторону леса. Тем временем в комнате системы теневого мира Джо Байден и профессора наблюдают за испытаниями, отмечая, что все идет гладко. Один из профессоров комментирует отличных кандидатов, особенно волшебного рыцаря среди них, говоря, что это подходит для благородного класса. Они смеются над такими неудачниками, как Дезир из группы D, и говорят, что у него нет шансов, если он просто стоит на месте вместо того, чтобы бежать. Бриджит обеспокоенно наблюдает за Дезиром. 2 других участников бегут за Азистом, который очень быстр. Один из них злится, но не может пожаловаться, потому что он тоже волшебный рыцарь. Он замечает, что если будет продолжать бежать с такой скоростью, то обгонит остальных. Внезапно самый безумный из участников, который пукал как из стака машины, отлетает в сторону, а другой, используя свой меч, хвастается, что никакое количество пуканья из стака не сможет его остановить, но он в шоке, когда видит, как Азес рассекает воздух своим мечом и продолжает идти вперед. Он пытается сделать то же самое, но сильный порыв ветра вырывает дерево с корнем и наносит ему огромный урон, из-за чего он попадает в теневое измерение. Теперь осталось только 3. Романтика рада, что ее сила победила 2 участников, и говорит Дезиру, что теперь они оба могут пройти. Однако выражение ее лица меняется, и она говорит, что это будет не так просто, потому что он следующий. Она говорит ему сдаться, пока он еще может улыбаться. Дезир улыбается и спрашивает, почему. Она говорит, что его улыбка бесит ее, всех, включая меня, поэтому ей придется его убить. Она готовит магический круг и говорит ему, чтобы он сдался, если он понимает, но Дезир отказывается. Романтика думает, что он согласился, но понимает, что он отказался. Она спрашивает, не дурак ли он, и почему он отказывается, увидев ее силу. Она кричит на него, чтобы он перестал улыбаться и начал драться как настоящий мужчина, выпуская в него серию магических кругов. Дезир в шоке, когда она выпускает несколько ударов ветра, и все они попадают в него. Романтика улыбается, прощается с Дезиром и уходит. Но когда дым рассеивается, она в шоке видит, что Дезир все еще стоит. Он хвалит ее за то, что она справилась с таким количеством магических кругов одновременно. Он говорит ей, что она хороша, как он и ожидал, но могла бы стать еще лучше, если бы уделяла больше внимания контролю, а не скорости. Романтика, увидев, что траектория немного изменилась, и она могла промахнуться, злится и кричит на него, что он говорит какую-то ерунду, настаивая, что она промахнулась случайно и что он никак не мог победить ее. Она выпускает еще больше магических кругов, атакуя его цепями ветра. Дезир активирует свою магию и отражает цепи ветра, объясняя, что изменение ветра меняет траекторию.
Романтика поражена тем, что Дезир может использовать обратную магию, навык, который обычно есть только у сигма-мужчин, и что такие, как Дезир, не могут им овладеть. Она кричит, что это невозможно, ведь он из самого низкого круга. Она выпускает большую цепь ветра, но Дезир говорит, что он может ее отразить, и действительно отражает ее силу. Романтика понимает, что он может быть более опытным, чем она. Дезир предлагает закончить бой, направляясь к ней, и говорит, что ему нужно победить еще нескольких. Романтика в страхе отступает, поняв, что Дезир не бета-мужчина, а настоящий сигма-мужчина. Но она выпускает врата Вавилона, думая, что она такая же сильная, как Гильгамеш. Она начинает стрелять шарами ветра, но Дезир использует 120% своего потенциала. Он знает, что Романтика сильна, одна из самых сильных новых учениц, но недостаточно сильна. Дезир использует магию контроля Z, разрушая оставшиеся шары ветра и уничтожая все ее магические круги. Романтика измотана. Дезир говорит ей, что он не только может использовать обратную магию. Он произносит короткое заклинание, которое уменьшает трение. Романтика спрашивает, что он собирается с этим делать. Но зачем? Дезир говорит ей, что он собирается добраться до финиша полного славы и бесконечной ауры. Дезир выпускает огненный магический круг позади себя. Романтика думает, что он сумасшедший и считает, что он может навредить себе. Дезир не отвечает и запускает огненный шар, который летит прямо в Мохито, сбивая ее с ног. Романтика лежит на земле, понимая, что Дезир не шутит. Аист уже пробежала лес и приближается к финишу, но чувствует, что кто-то идет за ней. Дезир выходит из леса и скользит по траве благодаря заклинанию скорби. Аист понимает, что он вот-вот догонит ее, поэтому останавливается и поворачивается к нему лицом. Она признает, что недооценила его и больше не будет называть его слабаком, но будет сражаться с ним изо всех сил. Она выпускает свои собственные врата Вавилона и готовится к атаке. Дезир останавливается и использует свое заклинание, чтобы деактивировать благородный фантазм Аист. Аист замечает это, но все равно стреляет в него, пока он не успел отразить ее атаку. Дезир меняет траекторию ледяных пуль, когда они достигают его, и они падают на землю. Но несколько пуль все же попадают в него. Аист довольна, но хмурится, когда видит, что он ранен в руку. Она догадывается, что он победил Романтику с помощью своего заклинания. Дезир готовится к бою, создавая свои собственные магические круги. Аист решает не позволять ему отразить ее заклинание, поэтому она объединяет все свои магические круги в один огромный и создает длинное ледяное копье. Дезир отбивает копье своим заклинанием, уменьшая его, а затем отражает заклинание, направляя его в землю позади себя, вызывая взрыв. Во время забега в Греции он с огромной скоростью обгоняет Аист, которая уже готова выхватить меч. Он говорит ей, что она слишком сосредоточена на победе над ним и совсем забыла о цели. Он пересекает финишную черту, завершая испытание и занимая первое место. Аист признает поражение и направляется к цели, а Романтика без всякой причины хвастается своими двуствольными базуками. После испытания преподаватели распределяют студентов по классам и смеются, потому что, как обычно, никто из простолюдинов не попал в класс Альфа. Один из них говорит, что класс Альфа предназначен для талантливых магов из знатных семей, а не для необразованных простолюдинов. Другой преподаватель говорит, что простолюдины должны быть благодарны за то, что их приняли в Хибрианскую академию, и все преподаватели смеются. Джо Байден призывает всех к порядку, стуча молотком. Он объявляет, что студентку следует перевести в класс Альфа, и она из Британии. Она встает и предлагает перевести Дезира в класс Альфа. Результаты теста вывешиваются, и студенты их просматривают. Некоторые радуются, что попали в класс Альфа. К сожалению, Дезир все еще в классе Бета, и Романтика с ужасом видит свое имя в списке класса Бета. В классе Бета Романтика с отвращением смотрит на старое здание и его унылый интерьер. Учитель рисует на доске треугольник и объясняет, что маги делятся на круги от 1 до 7. Он отмечает, что все они в первом круге, что недостаточно хорошо для теневого мира. Романтика молча не соглашается, потому что она во втором круге, а учитель смеется над ними, называя их кучкой жалких неудачников. Это злит Романтику. Она спрашивает, почему ее не взяли в класс Альф, несмотря на ее статус. Особенно ее раздражает, что она сидит рядом с Дезиром, которому не место в этом классе после того, как он победил Аиста. Дезир поворачивается к ней с улыбкой, что еще больше выводит ее из себя, и она со стуком опускает руку на стол. Испуганный учитель спрашивает, что случилось, но Романтика отмахивается, говоря, что все в порядке. Нервно смеясь, Дезир вспоминает встречу с профессором Бриджит. Он благодарит ее за помощь в приюте, а она хвалит его за то, что он стал достаточно взрослым, чтобы жениться на ней. Бриджит признается, что хотела, чтобы он учился в классе Альф,
но другие профессоры-аристократы были против. Дезир понимает, что одержимость школы статусом означает, что многие талантливые ученики из класса бета могут быть незамечены из-за дискриминации. Романтика одна в большом зале, все еще расстроенная тем, что попала в класс бета. К ней подходит студент по имени Донта и спрашивает, не дочь ли она барона Иру. Романтика подтверждает это и спрашивает, кто он такой. Донта представляется студентом из класса Альф и садится рядом, объясняя, что он набирает участников в свою группу, чтобы попасть в Голубую Луну, лучшую группу в Академии. Он приглашает ее присоединиться, ссылаясь на ее способности и происхождение. Романтика видит возможность попасть в класс Альф, но колеблется, когда Донта просит ее пойти с ним на свидание в обмен на рекомендацию. Романтика в шоке, говорит, что он слишком торопится, ведь они только что познакомились. Донта признается, что он просто другой, потому что может закончить все за 10 секунд или меньше. Донта настаивает, что такой аристократке, как она, не место среди грязных и нищих людей из класса бета. Она просит время подумать, хотя обычно не делает этого, и он соглашается, дарит ей кимуван, артефакт из его родного города, традиционный подарок возлюбленной. Романтика открывает его и находит там самое отвратительное ожерелье, жертву из берсерка. Донта убеждает ее принять его, говоря, что он не Гриффит, и даже бренд другой. Затем он уходит, чтобы дождаться ее ответа. Романтика вздрагивает, когда сзади нее появляется Дезир, и она падает. Она ругает его за то, что он подкрался к ней, и спрашивает, чего он хочет. Он удивляет ее, предлагая присоединиться к его группе, но она гордо отказывается, говоря, что хочет вступить в Голубую Луну, лучшую группу Альф, а не начинать все сначала с кем-то из бета-класса. Дезир понимает ее решение, но оставляет на столе письмо, в котором просит ее прочитать его наедине. Романтика берет письмо, насмехаясь над тем, что это должно быть любовное письмо. Дезир шепчет ей на ухо, чтобы она выбросила его после прочтения, и уходит, ожидая ее ответа. Романтика оглядывается, а затем читает письмо, которое ее злит, потому что она не может прочитать его из-за мелкого шрифта. Тем временем Дезир идет по коридорам, размышляя о том, как Романтика отреагирует на письмо. Он уверен, что она разозлится. Он замечает самого красивого парня-фембоя, который сидит один на скамейке, и я почти уверен, что это девушка. Вокруг этого парня летает бабочка, и Дезир радуется, потому что ему это нравится. Парня зовут Прам. Дезир идет за Прамом на арену, чтобы посмотреть, как он тренируется с мечом. Романтика присоединяется к нему и собирается потребовать объяснений по поводу письма, но Дезир говорит ей, что сейчас не время, потому что парень фембой говорит: сейчас начнется тренировка с мечом, и Прам выбирает себе большой меч. Романтика заворожена его милым поведением и даже восклицает, что хочет трахать его каждую ночь, как самая безумная фанатка из Твиттера. Начинается поединок, и Дезир удивляется, почему Прам выбрал такой длинный меч, а не свой. Дуэль начинается, и Прам бросается на своего противника Персиваля, размахивая мечом без колебаний. Персиваль, дворянин, пытается блокировать атаки Прама, но все больше раздражается, а Прам начинает задыхаться. Романтика комментирует силу Прама, но Дезир замечает, что Прам размахивает мечом вслепую. Персиваль начинает контратаку, и Прам изо всех сил пытается блокировать удары, но Дезир начинает беспокоиться, потому что Прам атакует без точности. Когда Прам бросается в атаку, Персиваль легко уклоняется и обезоруживает его. Прам признает поражение, и Персиваль объявляется победителем, хотя он и недоволен. Романтика комментирует поединок, отмечая, что большой меч не подходит Прэму. Дезир чувствует неладное, когда Персиваль подходит к Прэму с кулаками. Дезир вскакивает на арену, чтобы остановить драку, но Персиваль продолжает нападать на Прама. Дезир бросается на помощь Прэму, когда Персиваль наносит удар. Дезир оттаскивает Прама, говоря Персивалю, что поединок уже окончен, но Персиваль сердито велит ему заткнуться. Когда Дезир предполагает, что Персиваль завидует таланту Прама или обижен на него, Персиваль замахивается мечом на Дезира. Неожиданно Дезир блокирует удар рукой, сломав меч. Персиваль в шоке, а Дезир смотрит на него, говоря, что никто не смеет трогать его красивую девушку фембоя, иначе он кастрирует его. Персиваль шипит и уходит, желая сохранить свои яйца целыми, предупреждая Дезира, что он этого так не оставит. Позже Прам помогает Дезиру обработать его раненую руку, выражая беспокойство. Дезир уверяет его, что использовал магию, чтобы уменьшить повреждения. Романтика подходит к ним и ругает Дезира за его безрассудство. Прам заканчивает перевязывать руку Дезира, извиняясь за то, что тот поранился. Дезир настаивает, что Прам не виноват, и предлагает ему отсосать в качестве благодарности. Прам чуть не плачет, виноватым, что из-за него у Дезира теперь повреждена рука, но Дезир отмахивается, говоря, что это не страшно, если у Прама все в порядке. Прам начинает улыбаться и тепло представляется. Романтика вмешивается, широко улыбаясь, как все эти мерзкие фудзёси в Твиттере.
После знакомства Прам прощается с ними и уходит. Дезир спрашивает романтику, что она хотела сказать, и она хмурится, вспоминая, зачем искала его. Он предлагает найти более тихое место для разговора. Романтика требует сказать, рассказал ли он кому-нибудь о том, что написал в письме. Дезир уверяет ее, что не рассказывал, но объясняет, что профессора уже знают семейную тайну романтики. Поэтому она учится в классе для отстающих, несмотря на ее сильные магические способности. В письме говорится, что семья романтики когда-то была очень богатой, пока ее отец не открыл зону 0 и не начал играть за Эллен Джой и Грейс Ховард. Дезир говорит ей, что профессора считают, что несмотря на то, что в ее семье есть агенты С-ранга, она все равно новичок, и поэтому они не воспринимают ее всерьез. Романтика признается, что уже знала, что именно поэтому ее перевели в класс для отстающих. Дезир говорит ей, что ей не стоит вступать в группу «Голубая луна», как она планировала, потому что Донта будет плохо с ней обращаться, если узнает, что она новичок. Дезир говорит ей, что она может присоединиться к его группе. Романтика спрашивает, не угрожает ли он рассказать всем ее секрет, если она не присоединится к его группе, но Дезир обещает, что не сделает этого. Он говорит, что если она не хочет, то он просто начнет вечеринку с самым красивым парнем в их школе. Романтика представляет, как мило было бы каждый день видеть Прама и как здорово было бы, если бы она смогла его соблазнить. Романтика обдумывает это и говорит Дезиру, что он действительно загадочный и, кажется, много о ней знает. Но не только это, он еще и владеет магией и победил Эзиста, хотя и является членом низшего круга. Она говорит, что в конце концов раскроет его секрет и соглашается присоединиться к его группе, но предупреждает, что его постоянная улыбка ее раздражает. Дезир соглашается, все еще улыбаясь, и они пожимают друг другу руки в знак заключения сделки. Однако, по мнению Дезира, необходимость завербовать романтику и Прама возникла из-за того, что произошло во время вступительной церемонии в школе. Когда он пришел в академию, он вспомнил, что произошло в 4-й части «Атака Титанов», и понял, что произойдет через 3 года в мире теней. Мир теней – это ползучий черный туман, который поглощает все на своем пути. Чтобы справиться с этим бедствием, они отправились в мир теней, чтобы победить его, но их план провалился, когда они столкнулись с самым сложным миром теней, которым правил худший из врагов – низкобюджетная компьютерная графика. В финальной битве только несколько магов, включая Дезира, выступили против Барамира. Драконы насмехались над их жалкими попытками. Но Дезир заявил, что положит конец правлению Барамира. Когда Барамир атаковал огненными шарами, Дезир использовал обратное заклинание, чтобы нейтрализовать его огненные шары. Дезир использовал свое обратное заклинание, чтобы полностью отключить силы Барамира, что позволило его товарищу Рафала, рыцарю света, сильному драчуну и тузу, владеющему волшебный меч. Чтобы победить Барамира, Рафаэла защитил их от Барамира. Драчун разбил землю, что сделало ее неустойчивой для Барамира. Затем Азист, наделенная магией и своим контрабандным благородным фантазмом, который наложил на нее великий маг Зод, использует свой Экскалибур, чтобы покончить с драконом, вызвав мощный взрыв, который покончил с угрозой Барамира раз и навсегда. Дезир и его оставшиеся в живых товарищи праздновали свою победу, испытывая облегчение от того, что они наконец-то могут покинуть мир теней. По крайней мере, они так думали. В подземелье уже наступил вечер, и товарищи Дезира недоумевали, почему их до сих пор не доставили домой. Дезир успокоил их, сказав, что им следует подождать некоторое время, так как они уже очистили подземелье. Зод чувствовал угрызение совести, потому что из 150 миллионов человек, сражавшихся с Барамиром, выжили только 6. Я думаю, они не подписались на наш канал. Дезир почувствовал отчаяние, вспомнив о своих погибших товарищах, включая романтику и эту детскую коляску. Он не может поверить, что потерял настоящего товарища. Монахиня предложила им поговорить о чем-нибудь возвышающем. Но Зод сказал, что они не могут задрать ей юбку и радоваться тому, что 1,5 миллиарда человек погибли из-за проблем с навыками. Монахиня сказала, что они могут только молиться за души павших. Дезир призвал всех успокоиться, чтобы предотвратить дальнейшие споры. Монахиня похвалила Рафала за то, что он отразил атаку Барамира своим щитом. Рафала, однако, похвалил Дезира за его значительный вклад в борьбу. Зод был впечатлен способностью Дезира отменять и запечатывать заклинания Барамира, несмотря на то, что он был магом низшего круга. И он выразил сожаление, что талант Дезира был упущен из виду, потому что он был бездарным Мофа. Он добавил, что поддержал бы Дезира, если бы был в магической башне. Рафаэлло спросил всех, что они будут делать, когда вернутся домой. Драчун собирался вернуть друзьям их вещи и устроить им достойные похороны. Монахиня хотела вернуться в западный регион,
чтобы позаботиться о семьях погибших и построить мемориал и храм для павших духов. Зод подчеркнул важность предотвращения нового вторжения в теневой мир, сказав, что им нужно стать сильнее. Все повернулись к Азист, ожидая ее ответа, но она молчала, потому что они еще не разблокировали ее диалог. Затем Рафаэлло спросил Дезира, собирается ли он вернуться в Хибрианскую академию. Дезир вспомнил улыбающееся лицо романтики, когда она рассказывала о своем доме у моря, и ее заплаканное лицо в момент смерти. Ему было больно это вспоминать, но он просто сказал Рафаэлло, что подумает об этом. Внезапно глаза Барамира открылись, и на них подул сильный ветер. Они насторожились, думая, что Барамир еще жив. Зод объяснил, что сила исходила от сердца дракона. Он упомянул, что сердце дракона не только перекачивает кровь, но и хранит и распределяет огромное количество маны. Когда дракон умирал, кровь переставала течь, и мана, которой некуда было деваться, взрывалась, о чем он забыл предупредить. Земля вокруг них начала трескаться. Рафаэлло поставил щит перед ними и создал защитный барьер. Он спросил Зода, почему об этом не было сказано раньше, до того, как они убили Барамира. Зод ответил, что никто раньше такого не видел, потому что люди впервые победили дракона. Он добавил, что они не смогли бы остановить такую силу, даже если бы были в отличной форме. Дезир пытался отменить взрыв, но его заклинание не сработало. Зад сказал ему, что это бесполезно, потому что они столкнулись с шаром чистой энергии Оппенгеймера, который вот-вот взорвется. Он сказал, что им всем нужно готовиться к концу. Дезир отказывался верить, что это конец, потому что он не мог перестать смотреть YouTube во время еды. Он вспомнил лица всех своих друзей и цеплялся за надежду, что они не погибнут. В этот момент он открыл глаза и понял, что снова оказался в первый день в школе. Он просто бредит. Эти воспоминания заставили Дезира захотеть пробудить как можно больше талантов, чтобы его друзья не погибли снова. Среди множества воинов, сражавшихся на войне, Прам был самым быстрым фехтовальщиком и самым крутым парнем. Дезир считает, что если Прам был таким сильным без должной подготовки, то теперь он может сделать его еще сильнее. Азест – маг высшего круга, владеющий магией льда и способный использовать магию видения, которую невозможно обратить. Она сильнее любого рыцаря, когда держит меч, особенно когда она делает эти сабельные удары прямо из бесконечного клинка. Дезир плачет, понимая, что они сражались напрасно, и он потерял всех своих друзей. Оглядевшись, он понимает, что все по-прежнему, и это не сон. Он буквально загрузил сохранение с последней контрольной точки. Гуляя с Леорией в первый день, Дезир увидел в этом второй шанс предотвратить трагедию и решил, что сделает концовку Врата Штейна. Вернувшись в настоящее, Дезир ведет романтику и Прама к профессору Бриджит. Романтика сомневается, но Дезир уверяет ее, что все в порядке. Он стучит в дверь, и Бриджит с улыбкой приглашает их войти. Когда они заходят, Дезир здоровается с ней и говорит, что хочет создать свою команду. Она предлагает им чай, чтобы они чувствовали себя комфортно, а потом становится серьезной. Она хочет знать, почему Дезир хочет создать свою команду. Дезир отвечает, что планирует стать альфой, просто потому, что он очень сильный. Бриджит спрашивает, знает ли он, как трудно победить, и Дезир отвечает, что да, он победит. Прам спрашивает, действительно ли так трудно продвинуться по службе, и Бриджит объясняет, как устроен турнир. Она говорит, что Академия проводит рейтинговый турнир, чтобы определить уровень учеников каждого класса. В турнире могут участвовать как ученики класса Альфа, так и Бета. У команды должно быть от 3 до 6 участников. Это битва между командами, и победившая команда получает повышение в ранге. Романтика говорит, что у команды с большим количеством участников есть преимущество, но Бриджит говорит, что это не так. Есть еще индивидуальная оценка, которая учитывает, насколько хорошо участник вносит свой вклад и поддерживает успех членов своей команды во время отборочного раунда. Затем победившие команды участвуют в финальном раунде в искусственном теневом мире. Те, кто входит в 9 лучших, получают звание одиночных рангов, и одиночный ранг может перейти из класса бета в класс альфа. Рейтинговый турнир также называют отборочным турниром, но раньше никто не продвигался, потому что профессора ненавидят, когда бедные люди чего-то добиваются. Романтика хлопает по столу и говорит, что это очевидно, ведь класс альфа всегда опережает класс бета. Бриджит соглашается, говоря, что в прошлом в 9 лучших попадали только студенты альфа-класса, и поэтому студенты бета-класса не могут туда попасть. Но Дезир говорит, что они должны сами убедиться в этом. Романтика пытается возразить, но Дезир говорит, что если студенты бета-класса попадут в 9 лучших, то все профессора, которые считают, что студенты бета-класса бездарны, будут неправы. Бриджит говорит, что она тоже профессор, но не такая, как остальные. Она говорит, что если они победят, то смогут изменить эту гнилую систему в Академии. А если Дезир победит, то женится на ней, и она наконец-то перестанет быть одинокой после 30 лет. Дезир соглашается, потому что ему нравятся милфы и фембои. Бриджит спрашивает Романтику и Прам, хотят ли они присоединиться
присоединиться к Дезиру после всего этого. Они соглашаются, и Дезир начинает их тренировать, потому что она стреляет как геймерша, которая играет только в Stardew Valley. В тренировочной комнате Дезир рисует на стене круг и говорит Романтике, что будет тренировать ее в точности. Романтика говорит, что она и так хороша в этом, и демонстрирует, создавая несколько магических кругов и попадая в цель. Но только 3 из них попадают в круг. Она гордится собой, но Дезир говорит, что ей нужно, чтобы все они попали в центр. Она хочет возразить, но он говорит, что ей нужна точность, чтобы попасть в альфа-класс. Он верит, что она сможет это сделать, потому что Романтика из его прошлого смогла. Он насмехается над ней, говоря, что если она не сможет, то он возьмет Прам в жены. Романтика раздраженно спрашивает, что ей нужно сделать. Он дает ей мяч и просит переместить его в круг на другой стороне комнаты. Она собирается бросить мяч, но он говорит ей использовать свою способность Нэн или магию ветра, чтобы переместить мяч из одного места в другое. Она садится на пол и пытается понять, как это сделать. Дезир говорит ей не волноваться и просто использовать основы магии ветра. Представив ветер и сосредоточившись, Романтика изо всех сил пытается заставить мяч двигаться. Она представляет ветер, и мяч начинает парить в воздухе. Она высвобождает свою силу, и ветер толкает мяч, но он не улетает далеко. Дезир удивлен, что она смогла это сделать, и говорит ей продолжать тренироваться. Она соглашается, краснея от его похвалы. Дезир поворачивается к Праму, который хочет узнать, чему Дезир собирается его научить. Дезир говорит, что может научить его джиу-джитсу, но говорит, что ему нечему его учить. Дезир объясняет, что Прам уже достиг совершенства в искусстве фехтования и достаточно силен, чтобы победить в турнире. Но Прам грустит и говорит, что это не так. Дезир знает, что Прам может быть непобедим, если раскроет свой потенциал. Он вспоминает, как Прам сражался в прошлом только с рапирой. Дезир спрашивает, почему Прам выбрал длинный меч, когда сражался с Персивалем из класса Альфа. Хотя более легкое оружие, такое как рапира, больше подходит его стилю. Прам в шоке, что Дезир знает о его технике боя, но не хочет объяснять. Дезир настаивает, что ему нужно знать, потому что это влияет на боевую стратегию отряда. Прам соглашается, но говорит, что Дезир должен пойти с ним. Дезир идет за Прамом, который спрашивает, как проходит тренировка Романтики. Дезир уверяет Прама, что с ней все будет в порядке и что ее не нужно отвлекать. Прам останавливается и говорит, что Дезир действительно доверяет Романтике. Дезир отвечает, что доверяет ей так же, как и Праму, что шокирует, но радует Прама. В комнате Прама он показывает Дезиру свою рапиру. Он объясняет, что не знал своего отца, который был дворянином, а мать была простолюдинкой. Прам родился вне брака, и рапира единственное, что осталось от его отца, не считая матери, у которой была такая же коса. Дезир уверен, что это та самая рапира, которой Прам пользовался раньше. Когда Прам протягивает ему рапиру, Дезир удивляется, насколько она легкая. Прам говорит, что начал тренироваться с мечом в 6 лет, надеясь стать достойным сыном, который сможет им владеть. Но перед смертью мать заставила его пообещать, что он никогда не будет искать отца, и он, к сожалению, согласился. Она заверила его в своей любви перед смертью, но так и не сказала, как зовут его отца. Дезир понимает, что для дворянина иметь ребенка от простолюдинки – позор, и Прам был бы в опасности, если бы он встретился с отцом. Прам говорит, что поступил в академию, потому что там было много дворян, и он надеялся найти информацию о своем отце. Он отдал меч на оценку в городе, но ему сказали, что он ничего не стоит, и дворянин никогда бы им не воспользовался. Прам начинает плакать, говоря, что думал, что отец любил его мать, поэтому оставил ей что-то ценное, но меч ничего не стоит. Он выбрасывает меч, обещая больше никогда им не пользоваться. Позже они продолжают тренироваться, и Романия с помощью магии ветра запускает мяч в кольцо. Она с гордостью спрашивает Дезира, что он думает, радуясь, что освоила это умение всего за 3 дня. Дезир говорит, что она хорошо справилась, но замечает, что мяч не в центре круга, поэтому он не считается. Это расстраивает ее. Он подходит ближе, и Романтика смущенно краснеет. Дезир вспоминает подарок, который ей подарил Данте, и кое-что придумывает. Романтика робко спрашивает, почему он так смотрит, но он игнорирует ее и идет к Праму, снова прося показать меч. Но Прам отказывается, говоря, что продал его. Прам ведет Дезира в магазин, где он продал меч. Пока они идут по рынку, Дезир вспоминает, что рынок не изменился и выглядит так же, как и раньше. Прам ведет его по переулку, где находится магазин. На вывеске написано, что они не возвращают деньги за проданные или купленные товары. Прам говорит, что не хочет больше держать меч, но Дезир улыбается и просит дать ему шанс что-то доказать. Дезир стучит в дверь, и огромный мужчина открывает ее, впускает их и запирает за ними дверь.
Они встречаются с владельцем магазина Вуджукуаном, который спрашивает, пришли они покупать или продавать. Дезир говорит, что хочет купить меч, который продал Прам. Вуджукуан говорит, что не возвращает деньги, и Дезир отвечает, что он знает, поэтому и покупает. Вуджукуан показывает меч и говорит, что уже говорил Праму, что он не представляет ценности как меч. Но что-то было не так, потому что он был слишком легким и редким. Дезир говорит, что это Кимуван. Мужчина спрашивает, откуда он знает, и Дезир объясняет, что видел такой раньше, когда Данте подарил Кимуван романтике. Вуджукуан добавляет, что дворяне дарят Кимуван в качестве подарка возлюбленным, и это шокирует Прама. Уджукуан говорит, что, к сожалению, не смог его открыть. Прам спрашивает, сколько он стоит, и Уджукуан отвечает, что 40 серебряных монет. Прам возмущается, потому что Уджукуан купил у него меч за 3 серебряных монеты и не сказал, что это Химван. Уджукуан объясняет, что он оценил меч, когда Прам спросил об этом. И как меч он стоил 3 серебряных монеты. Но теперь, когда он продает его как Химван, его стоимость возросла. Прам называет его мошенником и собирается спорить дальше, но Дезир останавливает его и соглашается заплатить 40 серебряных монет за меч. Уджукуан соглашается, говоря, что ему следовало запросить больше, раз Дезир не торговался. Дезир берет меч и осматривает его. Уджукуан говорит, что ему не стоит беспокоиться, потому что непрофессионал не сможет открыть меч. Дезир использует обратное заклинание, чтобы проанализировать меч, и видит на нем надпись. Он отдает меч Праму, который колеблется, но Дезир просит его довериться ему. Он говорит Праму потянуть за выемку на рукояти и вытащить лезвие. Прам делает это, и ему удается вытащить лезвие, которое ярко блестит, поражая Руджаки. Прам поражен, потому что сияющий металл не похож на железо или серебро, и говорит, что никогда такого не видел. Дезир объясняет, что это потому, что меч сделан из бланкума. Уджукуан оживляется и спрашивает Дезира, уверен ли он, что это бланкум. Дезир подтверждает, объясняя, что бланкум – это материал, который тверже стали, но легче пера, и из него делают оружие высшего качества. Дезир рад, что подарил Праму меч, которым он пользовался раньше. Когда они собираются уходить, охранник запирает дверь. Дезир просит Вуджукуэна убрать оружие, но Вуджукуэн требует, чтобы они сначала бросили меч. Дезир отказывается, напоминая, что они заключили сделку. И он заплатил за Кимуван, как договаривались. Вуджукуэн настаивает, что если это Бланквиум, то он не может позволить им уйти с мечом. Стражник подходит к ним и приказывает бросить меч и уйти. Дезир улыбается, потому что слова стражника напомнили ему о друге. Когда Дезир отказывается, стражник замахивается мечом на Дезира, но тот уворачивается, даже не глядя, чем шокирует стражника. Вуджикун кричит стражнику, чтобы тот разобрался с ними. Стражник в шоке, когда видит, что Прам принимает боевую стойку. Прам говорит Дезиру, чтобы тот позволил ему разобраться со стражником, предупреждая, что он не любит драться, но будет защищать Дезира, если понадобится. Дезир улыбается и подразнивает Прама, что тот снова взялся за меч, который, по его словам, больше не будет использовать. Прам смущается, но Дезир улыбается и подбадривает его, чтобы тот показал свое мастерство. Прам нападает на стражника, который самодовольно ухмыляется. Прам не понимает, откуда Дезир столько знает о его мече и почему он ему помогает, но он точно знает, что готов сражаться за Дезира. Прам бросается на стражника, который замахивается мечом. Это обманный маневр, и стражник бьет кулаком. Прам предугадывает это, уклоняется от удара и заходит за спину стражнику. Прам снова атакует, и стражник замахивается на него своим огромным мечом. Дезир, волнуясь, кричит Праму. Но Прам останавливается и выставляет меч перед собой. Когда меч стражника касается меча Прама, тот ломается пополам. Затем Прам бьет стражника рукоятью меча в подбородок, вырубая его. Дезир подбегает к Праму и спрашивает, все ли с ним в порядке. Прам благодарит Дезира за то, что тот разрешил ему снова воспользоваться отцовским мечом. Дезир говорит, что все в порядке, и предлагает уйти. Вуджукуэн смеется, говоря, что они никуда не уйдут, потому что только его стражник может открыть тяжелые двери. Прам затыкает его, разрубив дверь пополам своим мечом, чем шокирует Вуджукуэна. Прам и Дезир выходят из магазина, проходя под сломанной дверью. Тем временем романтика все еще тренируется. Ей удается заставить мяч полететь в круг, остановить его на полпути и уронить прямо в центр. Она радуется и хочет показать Дезиру, но его нет рядом. Затем она пытается попасть в круг на стене своими воздушными полосами. На этот раз у нее получается, и все ее заклинания попадают в центр мишени, чему она очень рада. После этого романтика идет к Данте, чтобы дать ему ответ. Он думает, что она приняла его предложение и говорит, что им нужно встретиться с другими членами Голубой Луны. Но он шокирован, когда она возвращает ему Химван, который он ей дал. Она говорит, что присоединилась к вечеринке в бета-клубе. Данте смеется и спрашивает, не угрожали ли ей. Она отрицает это, говоря, что сама решила присоединиться, и хотя сначала ей это не нравилось, сейчас ей весело, и она тренируется, чтобы улучшить свои навыки. Она спрашивает Данту, считает ли он простолюдинов из бета-класса мусором, на что он отвечает,
отвечает утвердительно. Затем она признается, что раньше была простолюдинкой, чем злит Данту. Он говорит, что никогда бы не пригласил ее присоединиться к их вечеринке, если бы знал. Он хвалит ее за честность, но она разочарована тем, что Данте оказался прав насчет него. Она говорит ему, что они планируют победить Голубую Луну и перейти в альфа-класс, что сделает их врагами. Донна говорит, что он с радостью их уничтожит. Романтика предупреждает его, чтобы он не недооценивал их, потому что они сильны, и уходит. Наступает время отборочного тура рейтингового турнира в мире теней. Дезир, Романтика и Прам должны победить всех соперников и подняться с 110-го места в рейтинге до 30-го. Профессор, ответственный за альфа-класс, читает статью о том, что команда Дезира заняла 30-е место и о возможном повышении их до альфа-класса. Это его злит, и он говорит, что они не могут позволить бета-классу испортить репутацию альфа-класса. Он извиняется за свою вспышку и говорит, что несмотря на то, что они всего лишь первокурсники, они должны защищать свою гордость и традиции, как и все в Синей Луне. Он настаивает, что они должны любыми способами победить команду Дезира в финальном турнире и не дать им стать единоличными лидерами. Он спрашивает Азист, лидера Синей Луны, сможет ли она победить Дезира. Она уверенно отвечает, и он говорит ей, что она должна обеспечить их победу. Азист, которая помнит, что Дезир был тем, кто впервые заставил ее проиграть, полна решимости победить его, когда они снова встретятся. Дезир решает, что Прам и Романтика готовы к следующему этапу тренировок. Он приглашает их в библиотеку и кладет перед ними стопку толстых книг, что их пугает. Он объясняет, что это книги по истории. Поскольку финальный раунд будет проходить в мире теней, подготовленном Академией, им нужно знать исторические события и инциденты, которые могут там произойти. Прам понимает, что книги помогут им получить необходимые знания по истории. Романтика беспокоится, что они не могут знать, какие события будут выбраны, но Дезир заверяет ее, что он выбрал наиболее вероятные варианты. По секрету, Дезир уже знает, с каким миром теней они столкнутся, и сам читает эту конкретную книгу. Пока они изучают, к ним подходит Аист, создавая напряженную тишину, которую Прам не понимает. Романтика спрашивает, почему она здесь, и Аист отвечает, что прошло уже довольно много времени, на самом деле 2 месяца. Дезир благодарит ее за то, что она присоединилась к Голубой Луне, называя это отличным выбором присоединиться к самой сильной партии в Академии. Однако Аист не согласен с этим, говоря, что они не самые сильные, потому что Дезир не является их частью. Она заявляет о своей цели, но Дезир обрывает ее, говоря, что он знает, что она пришла объявить ему войну, удивляя ее. Он добавляет, что понимает, что она проявляет вежливость к тем, кого считает соперниками. Она хвалит его остроумие, признавая, что недооценила его во время их первой встречи, но обещает победить его на турнире. Дезир доволен, так как он хотел, чтобы Асис рассматривал его как соперника и стремился стать сильнее. Он с нетерпением ждет возможности сражаться бок о бок с ней в будущем, чтобы изменить ситуацию. Приближается день турнира, и он проводится на огромной арене. Все участники готовятся войти в мир теней, пока диктор зачитывает правила. Донта смотрит на своего врага, Романтика, в то время как Персиваль наблюдает за Премом. Правила позволяют им сражаться, используя свои силы, и любой, кто получит смертельную травму, будет дисквалифицирован. Любой, кто внесет значительный вклад в успех своей партии, будет вознагражден очками, а 9 лучших игроков получат звание одиночных игроков. Прам говорит, что они занимают последнее место среди остальных. Но Дезир отвечает, что именно поэтому они должны победить в теневом мире или одолеть других участников, чтобы занять первое место. Когда начинается турнир, врата теневого мира открываются, и команда входит в них. Прам и Романтика выглядят обеспокоенными, но Дезир кладет руки им на плечи, уверяя, что все будет хорошо и что они должны выложиться на полную. Они соглашаются и входят в ворота. Дезир подходит к свету и переносится в искусственный теневой мир. Ведущий объявляет, что их местоположение было определено случайным образом и что они должны сделать все возможное, чтобы очистить мир. Дезир решает найти Прама и Романтику, так как они разделились. Один из участников идет по полю, жалуется, что обгорел на солнце, дует ветер, и он наслаждается прохладой, не понимая, что это атака. Не заметив этого, он получает удар от Романтики и выбывает из турнира, оставляя 27 участников. Прам начинает оглядываться, причитая, что Дезира рядом нет. Романтика говорит, что им повезло, что они оказались в одном месте. Прам с милым щенячьим взглядом спрашивает, все ли в порядке с Дезиром. Романтику очаровывает его милое личико, но она берет себя в руки и сосредотачивается на поисках Дезира. Она выпускает свой ветер по лесу, чтобы обнаружить 2 участников вдалеке и еще одного поблизости. Она направляет
наставляет заклинание ветра на ближайшего участника, но оно не срабатывает. Она знает, что это Дезир, но они сталкиваются с двумя другими участниками. Женщина-аристократ спрашивает, знает ли она, что магия обнаружения, которую она использовала, раскрыла их местоположение. Ее напарник-мужчина насмехается над ними, называя их мусором. Прам принимает боевую стойку с мечом, а романтика смело заявляет, что они покажут, кто здесь настоящий мусор. Дворянин говорит, что научит их различать классы. Романтика советует ему не быть таким самоуверенным. Но прежде чем он успевает закончить фразу, Прам быстро сокращает расстояние между ними. Дворянин реагирует и блокирует меч Прама, злясь и говоря, что у Прама нет манер. Он отталкивает Прама назад, и Прам вместе с романтикой отступают, так как их засада не сработала. Она признает, что их враги не так уж слабы. Дворянка спрашивает, все ли в порядке с ее напарником, но он приказывает ей сосредоточиться на битве и не беспокоиться о нем. Прам и дворянин начинают сражаться, скрещивая мечи. Дворянка использует заклинание воды, направляя водяные шары в Прама, который уворачивается от них и бежит с огромной скоростью, почти как молния. Дворянин ударяет мечом по земле, поднимая пыль и мешая видеть. Он говорит своему товарищу воспользоваться моментом и отбросить их с помощью магии. Это позволяет романтике обнаружить ее. Романтика отбрасывает дворянку ветром, уничтожая ее, а затем сдувает пыль, насмехаясь над дворянином за то, что он выдал свое местоположение магией. Она готовится атаковать его, но Прам появляется позади него и говорит, чтобы он не отвлекался. Дворянин поворачивается и замахивается мечом на Прама, но тот подпрыгивает в воздух, чтобы избежать удара. Когда дворянин оборачивается, романтика уже целится в него водяным шаром, уничтожая его. Она говорит, что они получили по заслугам за то, что недооценили бета-класс. Ведущий объявляет, что осталось 25 участников. Романтика кричит на Дезира, спрашивая, как долго он собирается прятаться. Дезир стоит, улыбаясь, и говорит, что у них все под контролем, поэтому он не хочет вмешиваться. Прам рада его видеть. Она спрашивает, что он думает об их сражении. Он отвечает, что они хорошо сражались, и романтика хвастается, что это естественно. Прам спрашивает, как у него дела, и Дезир гладит его по голове, говоря, что у него тоже все хорошо, и Прам это радует. Вскоре небо затягивают тучи, и остальные участники выбывают друг за другом, пока не остается только 18. Дезир объясняет своей команде, что для перехода в альфа-класс им нужно пройти теневой мир или попасть в девятку лучших. Романтика спрашивает, возможно ли пройти теневой мир. Дезир говорит, что это невозможно, потому что остальные участники объединятся против них, если они попытаются. Он считает, что попасть в девятку лучших проще, потому что остальные участники будут сражаться друг с другом, и им просто нужно продержаться, пока не дисквалифицируют еще 9. Романтика думает, что это не так просто, как он говорит, но Прам верит, что они справятся, и рисует их лица на земле, отчего романтика смеется и верит в них. Внезапно начинается дождь, и они бегут под дерево, чтобы укрыться. Понимая, что дождь скоро не закончится, они решают переждать. Они слышат звон часов на поле, который слышат и остальные участники. Дезир объясняет, что звук доносится от старой часовой башни, которую романтика помнит по урокам. Ведущий объявляет, что часовая башня – это магическое устройство высокого уровня, которое через равные промежутки времени создает монстров. Часы вырабатывают электричество, которое выстреливает в небо, вызывая удар молнии, и появляются глаза монстра. Ведущий объявляет, что это испытание на выживание. На башне с часами появились монстры, и участники должны противостоять им. Профессор из класса Альфа смеется, наблюдая за происходящим в комнате управления, и говорит, что класс Бета уже закончил. Бриджит беспокоится о вечеринке Дезира, которая все еще проходит под деревом. Внезапно участники вечеринки слышат крик, и диктор сообщает, что один человек выбыл, и теперь осталось 17 участников. Дезир просит романтику и Прама остаться под деревом. Он выходит из тени, но их окутывает неприятный запах, и им приходится зажать носы. Земля дрожит, и появляется крыса-монстр, напугав романтику и Прама, которые бросаются обнимать Дезира. Крыса-монстр громко рычит. Дезир тут же приказывает им бежать, и они подчиняются, ускоряя шаг, пока за ними гонится стая крыс. Дезир знает, что крыса-монстра зовут Киллера-мышь. Это монстр, который использует стаи мышей в качестве конечностей и питается человеческой кровью. Он никогда не сдается, если нацелился на кого-то. Они продолжают бежать, пока за ними гонятся крысы. Дезир объясняет, что им нужно победить командира, который прячется среди стаи. Романтика думает, что это невозможно, но Дезир настаивает, что это можно сделать. Он останавливается, кусает палец и пускает кровь, которую подбрасывает в воздух.
Крысиный вожак чует ее и выпрыгивает, чтобы съесть. Дезир приказывает романтике атаковать, и она сбивает его воздушным шаром, сбивая с ног. Крыса снова встает, пугая ее. Дезир объясняет, что у крысы высокая сопротивляемость магии. Когда крысы бросаются на них, Дезир решает, что им нужно отступить и перегруппироваться, но Прам бежит мимо него в стаю крыс, чтобы найти командира. Прам кричит, но уже находится глубоко в стае крыс. Он решительно ищет командира, уворачиваясь от нападающих крыс. Он чувствует командира и тянется к нему. Снаружи Дезир пробирается сквозь стаю, пытаясь добраться до Прама. Романтика предлагает взорвать крыс, но Дезир говорит, что она может попасть в Прама. В отчаянии он вспоминает безжизненное тело Прама из прошлого. Внезапно Прам выпрыгивает из стаи с вожаком и быстро убивает командира своим мечом. Ведущий объявляет, что они успешно победили монстра и завершили квест на выживание. Прам благополучно приземляется, но падает без сил. Дезир подбегает к нему, а романтика говорит Праму, чтобы он не перенапрягался, на что тот соглашается, говоря, что устал. Дезир улыбается и говорит ему отдохнуть. Прам тут же засыпает. Дезир относит Прама под дерево. Романтика говорит, что Прам молодец, что пошел в стаю, несмотря на то, что боится крыс. Дезир просит ее присмотреть за Прамом и уходит. Стоя под дождем, Дезир бьет себя кулаком, оставляя синяк. Он ругает себя за то, что не остановил монстра, не вовлекая в это Прама, и напоминает себе, зачем он вернулся, чтобы снова не потерять друзей. Он возвращается к романтике и Праму. Романтика спрашивает, что случилось с его лицом, но Дезир говорит, что все в порядке. Прам просыпается, набирается сил и спрашивает Дезира о его лице. Дезир уверяет его, что все в порядке. Он спрашивает, может ли Прам идти, на что тот отвечает утвердительно. Дезир говорит, что им нужно добраться до предыдущей часовой башни. Сжав кулак, Дезир обещает больше не совершать таких ошибок и выбрать идеальный маршрут для достижения своей цели. Команда Синей Луны добирается до предыдущей часовой башни. Донта и Персиваль хвастаются, что легко одолеют башню и победят. Внезапно вокруг них поднимается ветер, и на них нападают несколько летающих шаров. Азист быстро создает ледяную стену, Персиваль отбивает атаку мечом, а Донта прикрывается щитом. Но двое других участников Голубой Луны получают прямые удары и сразу же выбывают. Они понимают, что это нападение, и Аист уже знает, что это Дезир. После этой атаки осталось всего 15 участников. АЗС и ее команда начинают подниматься по лестнице, но Романтика продолжает стрелять шарами ветра. АЗС чувствует атаки и говорит Донте, куда ставить щит, но атаки настолько сильны, что от них рушатся ступени лестницы. Один из шаров вот-вот попадет в АЗС сзади, но она чувствует это и блокирует его ледяной стеной. Романтика извиняется перед Дезиром, говоря, что ее атаки были отражены и теперь их положение под угрозой. Дезир говорит, что этого следовало ожидать, ведь с ними Аист. Он говорит Романтике, чтобы она целилась в другую команду, которая направляется к башне с часами. Романтика беспокоится, что все команды соберутся вместе и нападут на них, но Дезир улыбается. Она кричит на него, чтобы он объяснил, и он говорит, что все в порядке, потому что их объединение – часть его плана. Он говорит ей, что она может ему доверять. Романтика устраняет двух участников, направляющихся к башне, и остается 13 участников. Дезир накладывает обратное заклинание на башню с часами. Участники Голубой Луны открывают дверь в башню, и АЗС с удивлением видит, что внутри уже находятся другие команды, готовые напасть друг на друга. Габриэль, один из лидеров другой партии, обвиняет Синюю Луну в нападении на них, что подтверждают члены его партии, говоря, что они тоже попали в засаду. Габриэль критикует их за такую тактику, называя это низким приемом для главной партии в Академии. Доната пытается объяснить, что это недоразумение. Габриэль настаивает, что это должно быть сделала Синяя Луна, потому что только они достаточно опытны, чтобы использовать заклинания высокого уровня, которые применялись в атаках. Азус знает, что они не станут слушать, если она обвинит Бету, и понимает, что именно этого и хотел Дезир. Габриэль воспринимает ее молчание как подтверждение и готовится напасть на нее. Азус говорит своим товарищам по команде, чтобы они не вмешивались, и выходит вперед, чтобы противостоять Габриэлю. Габриэль атакует огнем, охватившим то место, где стояла Азус. Один из товарищей Габриэля по команде радуется раньше времени, но Азус появляется позади него, отталкивает его ногой, а затем использует свое ледяное заклинание, чтобы поймать в ловушку одну из девушек из команды Габриэля. Когда остается только один член команды, Габриэль зовет на помощь остальных, предлагая, что они все могут стать одиночными рангами, если победят Синюю Луну. Другая команда соглашается, и все они нападают на Азу. Азу отбивается, отражая стрелы, выпущенные в нее,
и отвечая на огонь Габриэля ледяными шарами. Битва усиливается, пока Дезир и его товарищи наверху слушают сражение. Но внезапно оно прекращается. Романтика считает, что их план сработал, но Дезир не согласен, отмечая, что не было никакого объявления. Тем временем Азист и ее команда поднимаются по лестнице. Она хвалит Дезира за его хитрый план, но он признает, что надеялся, что альфы будут сражаться между собой и сократят свои ряды. Азист уточняет, что она не победила их, а просто обездвижила. Дезир понимает, что их план сработал бы, если бы альфы победили друг друга. Он считает это жалким планом. Данте сражается с Романтикой, Персиваль с Прамом, а Аист противостоит Дезиру, бросая ему вызов и предлагая доказать, что он достоин звания одиночки, сразившись с ней. Она удивляет его, создавая под ним магический круг, который превращает его в ледяную колонну, и они вместе падают на этаж выше. Это пугает Романтику и Прама, они беспокоятся за Дезира. Персиваль советует Праму не спускать глаз с противника, пока тот нападает на него, а Донта мешает Романтике добраться до Прама, настаивая, что у них свои битвы, и он позаботится о том, чтобы они победили ее команду. Аист подходит к Дезиру, который лежит на полу. Она просит его встать, зная, что он не пострадал от атаки. Дезир в ответ использует заклинание «Каменный удар», бросая в нее камни. Азус уворачивается от большинства из них, но один камень превращается в змею, готовую укусить ее. Она быстро замораживает и разбивает его. Дезир использует заклинание обращения на башне, обращая вспять ледяную колонну Азус. Тем временем внизу Персиваль сражается на мечах с Прамом, который яростно сопротивляется. Персиваль бьет Прама по голове, заставляя его отступить. Он спрашивает Прама, почему тот не использует свой огромный меч. Прам не отвечает, что раздражает Персиваля, и он замахивается на него мечом. Однако Прам быстро оказывается у него за спиной. Персиваль атакует несколько раз, но Прам легко уклоняется и контратакует, даже пробивая Персивалю плащ. Персиваль в замешательстве и понимает, что Прам стал сильнее и быстрее с их последней встречи. Прам бьет его ногой в живот, сбивая с ног. Персиваль требует объяснить, как Прам стал таким сильным за такое короткое время, но Прам отказывается, показывая ему язык. Разозлившись, Персиваль встает, чтобы продолжить бой, и спрашивает, что делает Донта. Донта сражается с Романтикой, блокируя все ее воздушные шары мечом. Он насмехается над Романтикой, называя ее магом второго уровня, и предсказывает ее поражение. У Романтики мало маны, и она пытается придумать, как победить Донту. Внезапно ледяная колонна разрушается, и появляется густой туман, который мешает им видеть друг друга. Донта осторожно ждет, пытаясь понять, откуда нападет Романтика. В него попадает воздушная пуля, и, блокируя следующую атаку, он понимает, что Романтика использует ветер, чтобы найти его. Романтика бегает вокруг него, надеясь закончить бой, пока туман не рассеется. Но Донта активирует ожерелье, и оно начинает светиться, рассеивая туман вокруг них. Романтика видит, что Донта бежит к ней и быстро уворачивается от его удара мечом, который попадает в стену. Она перекатывается по полу, чтобы избежать его последующих атак. Быстро поднявшись, она понимает, что ожерелье – это артефакт, и вспоминает, что Донта не хотел отдавать его ей раньше. Донта хвастается, что Романтика недостойна носить это ожерелье, потому что она простолюдинка. Романтика возражает, говоря, что они все студенты и люди, несмотря на попытки Академии разделить их. Это злит Донту, который яростно отрицает, что дворяне и простолюдины похожи. Романтика бросает ему вызов, спрашивая, что на самом деле их отличает. Донта взрывается, крича, что они разные с самого рождения, и требует, чтобы она перестала нести чушь. Донта вспоминает какую-то детскую травму, которая еще больше укрепляет его веру в их врожденные различия. Романтика, видя это, понимает, что Донта, возможно, нестабилен. Затем Донта использует кольцо на пальце, чтобы создать огненный круг под Романтикой. Она отпрыгивает, но приземляется на другую форель. Она пытается ответить своей воздушной магией, но Донта сбивает ее с ног, ударив в потолок. Увидев, что Романтика в беде, Прам бросается ей на помощь. Она уверяет его, что заблокировала атаку и никто не пострадал. Данте приказывает Персивалю отступить, заявляя, что он сам разберется с простолюдинами. Романтика приказывает Праму разобраться с Данте, пока она восстанавливает силы. Прам готовится к бою с Данте, который агрессивно нападает на него. Данте использует свое кольцо, чтобы призвать камни и раздавить Прама с обеих сторон. Романтика кричит Праму, опасаясь за него. Несмотря на то, что он в ловушке, Праму удается пробиться сквозь камни и броситься на Данте, застав его врасплох. Данте уклоняется от его атаки и пытается пнуть Прама, но тот уворачивается. Персиваль говорит Данте, что Прам его добыча, но Данте затыкает его, заявляя, что справится сам. Прам понимает, что Данте видит только Романтику и сосредоточен только на ней, и он этим пользуется.
Но романтика понимает, что она замедляет Прама, пока он пытается защитить ее в таком ослабленном состоянии. Она говорит ему, чтобы он отвлек Персиваля, пока она разбирается с Данте, но Прам видит, что она лжет. Прам напоминает ей, что они собираются стать командой, и что Дезир сказал, что вместе они сильнее, и отказывается оставлять ее. Романтика тронута преданностью Прама и благодарит его за мудрость. Вдохновленная словами Прама, она решает сражаться вместе с ним. В продолжающемся бою Азус продолжает сражаться с Дезиром. Она бросает в него ледяные копья, но он легко разбивает их своим заклинанием. Пытаясь применить другую тактику, Азус бежит к нему по магическому кругу, но Дезир щелкает пальцами, разрушая ее атаку. Она восстанавливает равновесие и произносит заклинание льда, но Дезир без труда разбивает и ледяное заклинание, и магический круг, щелкнув пальцами. Затем Дезир бросает огненное копье в Азист, который успевает увернуться, но падает на другое огненное копье, появившееся из земли. К удивлению Азист, Дезир восхищается ее ледяным барьером, который она создала, чтобы защититься, но тот рассыпается. Дезир хвалит ее за то, что она не пострадала. Во время их поединка Азус спрашивает, почему она лучше владеет магией и боевыми навыками, но проигрывает Дезиру. Дезир с улыбкой говорит ей, что нужно наслаждаться боем. Азус решительно сжимает рукоять меча и понимает, что у нее мало боевого опыта. Она бросается на Дезира, который предугадывает ее движение и стреляет в нее огненными шарами, но она уворачивается. Азус подпрыгивает в воздух, готовясь нанести удар, но Дезир достает нож и накладывает на себя заклинание силы, блокируя ее меч. Потрясенная Азус понимает, что он умеет обращаться с мечом. Она замахивается сильнее, и Дезир отлетает к стене. Азус удивляется своей силе. Дезир приходит в себя и снова бросается на нее, нанося удары. Он уклоняется от одних ударов и блокирует другие своим клинком. Азус спрашивает, почему она не может победить его, несмотря на свою силу. Они оба отступают, и Дезир улыбается, спрашивая, нравится ли ей этот бой. Он объясняет, что несмотря на ее силу, она не встречала достойного противника, и это делает бой интересным для нее. Дезир понимает чувства Азус, потому что раньше ей было скучно, потому что ее противники никогда не были достаточно сильными. Он спрашивает, каково это не побеждать противника с легкостью, и нравится ли ей, когда приходится выкладываться по полной, чтобы победить. Аист заявляет, что не понимает, что такое веселье, но признается, что настроена победить Дезира. Дезир с улыбкой принимает вызов. Аист использует свою магию видения, превращая все вокруг в ледяной замок. Она садится на ледяной трон и спрашивает Дезира, готов ли он. Он готовится к бою, когда пол начинает покрываться ледяными сосульками, от которых он ловко уворачивается. Вскоре он оказывается в ловушке, когда в воздухе появляются магические круги, и Азус использует их, чтобы обстрелять его ледяными пулями. Дезир отвечает своим заклинанием, защищаясь и уничтожая ледяные пули. Он понимает, что Аист может свободно использовать свою магию в этом ледяном замке, что она уже делала раньше. Дезир рассеивает магические круги своим заклинанием, но Азус быстро воссоздает их и продолжает атаковать. Он впечатлен ее способностью использовать такие мощные заклинания, но остается невозмутимым. Дезир методично разрушает ледяные колонны вокруг себя, уверенный, что ни одно из заклинаний Аиста не сможет его достать. Аист не знает, что делать, так как Дезир отражает все ее заклинания своей магией. Она понимает, что одной ее магии и меча недостаточно, чтобы победить его. Аист решительно поднимает свой меч с земли и начинает разрушать ледяной замок. Она направляет всю свою силу в меч, превращая его в ледяной магический меч. Дезир улыбается, видя, что она стала сильнее. Внизу Данте продолжает сражаться с Прамом, агрессивно размахивая мечом. Прам блокирует его атаки и наносит ответный удар, ударяя Донту в живот, отчего тот отлетает к стене, где лежит Персиваль. Романтика проверяет состояние Прама, и тот подтверждает, что с ним все в порядке, но признает, что Донта очень силен. Романтика настаивает, что они должны победить Донту, пока Персиваль не присоединился к битве. Прам уверенно встает, разминает шею и удивляет Романтику и Персиваля, приглашая их присоединиться к драке. Персиваль с радостью соглашается, достает меч и бросается на них. Он бросает меч в Прам, но тот ловко отбивает его. Тем временем Данте подкрадывается к Романтике, чтобы напасть на нее, а Персиваль бросается на Прам. Прам пытается защититься от обоих противников одновременно. Вспомнив уроки Дезира, Романтика собирается с духом. Она приказывает Прам пригнуться, а сама вытягивает руки и создает магический круг, направленный на противников, объявляя шах и мат, и отбрасывает их. Дезир с гордостью улыбается, видя, как Аист владеет своим магическим мечом. Обычно этой способностью овладевают только маги-рыцари после долгих лет тренировок,
но он впечатлен, что Аист уже освоила ее. Азус бросается на Дезира, который пытается отразить удар заклинанием каменного разрушения, но она взмахивает мечом, превращая камни в ледяные кристаллы, которые рассыпаются. Он запускает огненное заклинание, но Азус снова взмахивает мечом, и пламя гаснет. Она уверенно заявляет, что Дезир больше не сможет изменить ее способности. Азус бросается на Дезира с мечом, а он готовится защищаться ножом. Но она ловко рассекает его нож пополам и приставляет меч к его шее, улыбаясь в предвкушении победы. Но как только она собирается объявить о своей победе, Аист замечает, что Дезир с улыбкой произносит обратное заклинание, но она не может понять, что именно он пытается изменить. Подняв глаза, Азус понимает, что обратное заклинание Дезира нацелено на башню с часами. Оно окутывает башню до самой вершины, меняя ее функции. Ведущий объявляет, что квест пройден, так как предыдущая башня с часами была деактивирована, и это означает конец последнего раунда рейтингового турнира. Дезир облегченно вздыхает. На арене объявляют о завершении квеста, и Дезир становится победителем, что вызывает восторг у зрителей. В комнате с системой профессор альфа-класса злится, что Дезир победил, а Бриджит радостно хлопает в ладоши. Профессор отказывается признавать результат, считая, что Бриджит, должно быть, сделала что-то незаконное. Другой профессор сомневается, как обычный человек мог победить рыцаря-мага и пройти теневой мир. После собрания Бриджит встречается с Дезиром и его друзьями и поздравляет их с победой. Они с нетерпением спрашивают, какое было принято решение. Но сначала Бриджит удивляет их, достав большой торт, чтобы отпраздновать. Романтика и Прам в восторге от торта, и Романтика говорит, что это редкое угощение из специальной пекарни. Бриджит дразнит их, говоря, что они не прошли, и вытирает глаза платком, но потом признается, что пошутила, и они прошли. Все облегченно вздыхают. Бриджит объявляет, что теперь они официально переведены в альфа-класс и получили звание одиночных раннеров. Романтика и Прам радостно кричат. Бриджит предлагает им есть сколько угодно, пока они празднуют, и Дезир благодарит ее, но Бриджит настаивает, что это он сделал всю тяжелую работу. Особенно, когда перехитрил упрямого профессора альфа-класса. Все улыбаются, наслаждаясь тортом, а Бриджит с гордостью смотрит на Дезира, вспоминая, как он улыбался, когда был моложе, и радуется, что он так вырос. Романтика и Прам поражены, когда входят в зону альфа-класса, восхищаясь ее великолепием. Они одеты в новую блестящую форму и, улыбаясь, сообщают, что у них утренняя тренировка. Азус решает присоединиться к их клубу, и Дезир берется ее тренировать. Он ставит ее в пару с Прэмом, который двигается вокруг нее как молния, атакуя со всех сторон. Романтика не в восторге от того, что Азус присоединилась к их группе, но Дезир настаивает, чтобы она научила Азус, как правильно подавать мяч в круг. Вскоре все возвращается в привычное русло. Дезир и его друзья подходят к профессору Прелюдии и просят об одолжении, когда она собирается уходить с урока. Она спрашивает, что им нужно, и они разговаривают наедине в кабинете. Дезир объясняет, что их группе нужна поддержка, но профессор Прелюдия говорит, что срок поддержки от Академии и Магической башни уже прошел. Дезир говорит ей, что есть другой способ помочь. Профессор Прелюдия ведет Дезира в штаб-квартиру Магической башни, выполняя его просьбу сыграть в шахматы с хозяином башни. Она улыбается, называя его странным, но находит странным и то, что хозяин башни Зад принял просьбу Дезира. Она открывает ему дверь и желает удачи, напоминая, что нужно вести себя прилично. Внутри Дезир приятно удивлен, увидев, что хозяином Магической башни оказался Зод, которого он знает как сильнейшего мага и своего близкого друга из прошлой жизни. Зод спрашивает, почему Дезир такой веселый, и Дезир нервно отвечает, что просто волнуется. Зод жестом приглашает Дезира сесть и начинает расставлять фигуры на шахматной доске. Он говорит, что у него скоро встреча, так что у них есть ровно 27 минут на игру. Он спрашивает, есть ли у Дезира какие-то особые правила, и Дезир просит играть по методу Эрта. Зод впечатлен, ведь немногие знают этот метод, но он соглашается. Щелчком пальцев он увеличивает шахматную доску, и некоторые фигуры меняются местами. Дезир объясняет, что игре его научил хороший друг, и вспоминает, как они вместе играли в шахматы. Они начинают играть, и Зод хвалит мастерство Дезира, но отмечает, что ему еще есть чему поучиться, когда он забирает одну из фигур Дезира. Дезир предлагает заключить пари. Проигравший выполняет желание победителя. Однако Зод объясняет, что как студент Дезир не может загадать ему желание. Не растерявшись, Дезир замечает на столе Зода магический кристалл и
просит показать его. Зод соглашается, и когда Дезир берет кристалл в руки, тот начинает светиться, удивляя Зода. Дезир возвращает кристалл и говорит, что реакция кристалла будет его ставкой. Заинтригованный Зод спрашивает, что Дезир загадает, если выиграет. Дезир уверенно улыбается и отвечает, что раскроет свое желание, когда выиграет, на что Зод соглашается, и они продолжают игру. Дезир возвращается в Романтику и Прам, поздравляя их с завершением миссии и возвращением важного артефакта. Романтика не хвастается миссией, признавая, что враги были сильными. Она просит Дезира обучить их, чтобы они стали сильнее. Прам удивляется, почему Дезир так усердно их тренировал. Дезир раскрывает ужасную правду. Через 13 дней появится теневой мир, отличающийся от симуляций, с которыми они сталкивались в Академии. Неудача означает гибель мира и их смерть, что шокирует Романтику и Прам. Дезир уверяет их, что никому не позволит умереть. Романтика верит Дезиру, потому что все его предсказания всегда сбывались. Она все еще считает его загадочным человеком, который намного сильнее, чем кажется. Она спрашивает, кто он на самом деле. Дезир хочет рассказать им, но Романтика останавливает его, напоминая о своем обещании самой разгадать его секрет. Дезир настаивает, но она закрывает уши, чтобы ничего не слышать. Прам говорит, что тоже доверяет Дезиру, и это вызывает у Дезира улыбку. Дезир подчеркивает, что им всем, включая его самого, нужно стать сильнее для предстоящих сражений, и они соглашаются. Дезир начинает их тренировать. Он показывает Романтике, как с помощью магии сжимать бутылку в маленький шарик. Прам учится фехтованию, пытаясь снять брошь с плеча своего наставника. Азус присоединяется к ним, учится делать прочные предметы из бумаги. Романтике удается сжать бутылку после множества попыток, а Азист создает прочный бумажный стаканчик и кувшин. Прам в конце концов снимает брошь после многочисленных попыток. Дезир также помогает Романтике повысить уровень ее магии. Тем временем Азус отдаляется от своих товарищей по команде из Голубой Луны. Через 13 дней Академию предупредили о скором появлении Теневого мира, и всех студентов попросили собраться в актовом зале. Дезир и его товарищи, одетые в военную форму, подходят к зоне телепортации. Азус присоединяется к ним, и Романтика одобряет решение Дезира взять ее в команду. Дезир уверен, что с его товарищами они смогут выжить в этом испытании.